Всем привет! Вы на канале Дело мастера Боится. Сегодня я хочу показать, как правильно приготовить курицу, фаршированную рисом с курагой. Для того, чтобы приготовить курицу, фаршированную рисом с курагой, нам понадобятся следующие ингредиенты. Это курица, вот такая наша ряба, курага, чеснок, для того, чтобы приготовить соус, маринад, которым будем нашу курицу мариновать, майонез, прянощи у меня в данный момент кориандр меленый, соль, перец и рис. Рис можно пареный, можно пропаренный, можно разного вида рис, без разницы. В первую очередь, для того, чтобы нашу курицу приготовить, мы приготовим маринад. Маринадом этим мы будем мариновать курицу, чтобы курица была более сочнее, вкуснее и образовывала хрустящую корочку при жарке. Для того, чтобы приготовить маринад, необходимо майонез, специи, перец молотый, чеснок и соль. Берем миску. В миску добавляем майонез. Наливаем. Майонеза льем не очень много, но так, чтобы хватило курицу замариновать изнутри и снаружи. Вот столько. Потом добавляем специи наши. У меня идет кориандр прянощи меленый. Тоже немного, чтобы не было горечи. Вот так вот. И тщательно размешиваем майонез вместе с прянощами. Ну, где-то столовые 2 ложки получится для того, чтобы сделать этот соус. Затем перец, чайная ложка меленого. У меня красный с черным идет в перемешку. Называется он еще своего рода меленый духмяный. Потом я добавлю чайную ложку соли. Тоже все это хорошо перемешать. И последнее, 3 зубочка чеснока, который измельчить нужно на мелкой терке. После того, как мы измельчили чеснок, мы его добавим в соус, в майонез со специями, солью, и также тщательно перемешиваем до однородной массы. Если вдруг видим, что немножко густоватый, можно добавить немножко еще майонеза. Но у меня получается вот такая консистенция, и мы им начнем смазывать нашу курицу. Вот приготовился маринад, и сейчас мы будем смазывать курицу маринадом. Смазывать будем курицу и снаружи, и снутри. Вот так, со всех сторон. Вот смазали курицу с одной стороны. Теперь берем, переворачиваем и смазываем курицу с другой стороны. Вот так вот изнутри тоже смазываем курицу маринадом, чтобы хорошо промариновалась. Вот так вот. Вот так вот хорошо промариновалась. Вот мы замариновали курицу и в таком виде оставляем ее на 20 минут. А тем временем готовится, варится рис. В кипящую воду добавляем стакан риса. Вот так вот под самый верх. Вода кипит ключ. Высыпаем и немножко помешивая, варим минут 10 до полной готовности. Для того, чтобы рис быстрее закипел, мы накрываем крышкой. И как только закипит, крышку удалим. Прошло 5 минут, открываем крышку. Видим, что рис закипел. И в таком состоянии мы варим его 10 минут до полуготовности. Прошло 10 минут, рис готов. Отварился практически до полуготовности. Мы в него добавляем курагу. Курагу, если сильно крупная, можно порезать, но у меня средняя, поэтому я ложу ее целой. Высыпаем курагу. И тщательно перемешиваем с рисом. Вот так вот до однородной массы.
Вот получилась такая начинка. Затем следующий этап, следующий шаг, мы берем, фаршируем нашу курицу начинкой рис с курагой. Делаем, показываем как. Берем курицу и начиняем ее начинкой. Делаем обязательно над мыской, для того, чтобы если рис упал, потом можно было его опять пособирать и начинить курицу. Чтобы было все аккуратно, красиво, аппетитно и вкусно. Зафаршировав курицу, мы перекладываем ее в противень. Затем, чтобы курица, начинка с курицы не выпадала, мы ее зашиваем шпажками или зубочистками. Закрываем вот так зубочистками, чтобы не выпала начинка, чтобы была сочная. Я беру 3 штуки и вот так вот тщательно накладываю шов, так сказать. После того, как курица приготовится, мы зубочистки вытянем обязательно, чтобы не портила внешний вид. Мы приготовили рис для курицы, для начинки, но очень много. Он остался. Для того, чтобы не пропадал, остался у меня маринад после курицы. И я в этот маринад добавляю рис. Вот так высыпала рис. И этот рис тщательно перемешаем в маринаде. Пока будет выпекаться курица, часа полтора, я оставлю рис в маринаде и через минут 40, после того, как приготовится, пережарится наша курица, добавлю рис в противень до полной готовности, для того, чтобы был гарнир к нашей курице. Курица готова к жарке, и чтобы она не пригорала в противне, я беру пол-литра воды, пол столовой ложки соли и готовлю такую подливку, маринадик, которым полью курицу. Пока курица пустит свой сок, чтобы не пригорела, полью. Так вот сверху полью курицу. Вот получилась такая вот курица. Я ставлю разогретую духовку при температуре 180 градусов. При температуре 180 градусов я оставляю курицу на 1,5 часа. Через минут 40 мы начнем поливать нашу курицу соусом, который выйдет соки. Я покажу, как это нужно делать. Смотрим, что происходит с нашей курицей. Вот в таком состоянии. Практически курица уже готова. Я вынимаю ее из духового шкафа. И опять же полью. Вот так вот. Прошло 1,5 часа с того момента, как я поставила курицу в духовку. Каждые 15 минут я поливала соком, который вытекал из курицы. Оставшийся рис мы выкладываем в противень курицы для приготовления гарнира. Вот курица с гарниром практически готова, но мы оставим в духовке ее еще на 15 минут до полного приготовления. Прошло еще 15 минут с того времени, как мы поставили гарнир с курицей доходить до духовки, дожариваться. Смотрим же, что же произошло с курицей и с гарниром. Вынимаем
курицу. Вот в таком состоянии получилась наша курица. Румяная корочка, гарнир. Мы протыкаем вилкой и смотрим. Вытекает прозрачный сок. Курица мягкая стала, накалывается идеально. И мясо спокойно отходит от нее. Также приготовился гарнир из риса с курагой. И последний штрих. Мы посыпаем курицу с гарниром, зеленью и подаем к столу. У меня есть мелко нарубленная петрушка. И я так вот посыпаю гарнир, курицу перед подачей к столу. Можно уложить на противень, но я не выкладываю, потому что сегодня мы ее есть, возможно, не будем, поэтому оставляем на завтра под крышкой. И обязательно нужно не забывать вытянуть зубочистки, которыми зашивали нашу курицу. Вытягиваются они очень хорошо, практически отошли. Ставьте лайки, смотрите наш канал, подписывайтесь на наш канал, пишите свои отзывы, комментарии. Приятного всем просмотра и приятного аппетита! Пользуйтесь нашими советами. Всем пока!